И если бы перед началом чемпионата Европы вы сказали, что в финале турнира сыграет сборная Словении и сборная Италии, то вас, вероятнее всего, назвали бы безумцем. Но как показала практика, финальный матч получился именно таким. Так что прогнозы на этот финал делать не будем, а просто посмотрим, надеюсь, на этот замечательный матч. Так что не будем больше тянуть, переходим к обзору. Сборная Словении, подчеркивая свой номинальный статус фаворита, хорошо начинает стартовый сет. Чему также способствует хорошая подача Клемена Чебуля. И в помощь ему добавляется еще и силовая Алана Паенко. Войцех Морошек, который в этом матче является главным судьей, сразу же дает понять, что такие скидочки сегодня использовать не стоит. 19-летний лидер сборной Италии пока себя в этом матче никак проявить не может, и после очередной ошибки на приеме на задней линии доигровщика меняют. И возвращение его на переднюю линию ничего хорошего в моменте принести не смогло. Вроде бы все спокойно шло для сборной Словении, но парочка невынужденных ошибок заставляет Джулиани взять свой первый тайм-аут в этом матче. А после этого эйса от Микелетто от преимущества словенцев остается всего одно очко. Только вот на это своей подачей ответил вышедший на замену Алан Шкет. 25-22 сборная Словении все-таки забирает первую партию. На старте второго игрового отрезка команды почти 30 секунд решили просто перекидывать мяч. В этом варианте волейбола оказались сильнее итальянцы. Подобные вольности в концовке первой партии неплохо так разодорили итальянскую молодежь. Но опыта словенцев в таких моментах определенно не занимать, быстро сравнялся счет в этой партии. И второй сет выглядит куда более интригующим, чем партия под номером 1. Так что кто выйдет победителем из этого мини-сражения, пока совсем непонятно. И в ходе затяжных розыгрышей сборная Италии проявила чуть больше терпения и вместе с рывком 5-0 вырывается вперед. У сборной Словении прием уже выглядит не так надежно, как это было в начале матча. Да и блок сборной Италии пока ближе словенцам подобраться не позволяет. Этим самым блоком итальянцы партию в свою пользу завершают 25-21 и 1-1. Алан Паенко в начале третьего сета решает наверстывать отставание своей команды в таком пункте, как результативный блок. Сборная Словении уверенно начала этот игровой отрезок, но две подряд ошибки Тино Урнаута заставляют его команду оказаться в роли догоняющей. Поэтому Ропрет вынужден больше полагаться на своих центральных, хотя на это определенно есть весомые причины. Ведь даже на подаче эти ребята являются главными действующими лицами. Удача также начала сопутствовать подопечным Джулиани. Но куда важнее дождаться возвращения в игру Клемена Чебуля, чем надеяться на эту удачу. Пока за него все так же дувается на всех фронтах центральные. А за всю Италию в атаке пока бьется Даниэле Лавия. Впервые в этом матче удается закрыть Паенко, и этот блок снова подравнивает ситуацию по счету. А Симон Джанелли и вовсе своей подачей этот счет сравнивает. Но тут же Штерн нашел на это ответ. Ответ нашелся и у Паенко, и на блок Анзани несколькими эпизодами ранее. И диагональный сборной Словении просто укатывает итальянцев в площадку, и 25-20 неожиданно этот сет закончился. Словенцы в шаге от золотых медалей. Клемен Чебуль, молчавший 3 партии, в начале сета 4-го сразу же набирает 3 очка подряд для сборной Словении. Ну и каким же красивым получилось это 3-е очко. Вынужден Джорджо искать усиление со скамейки. Роман реализовал свои первые 3 атаки. И 4-я реализованная подряд атака для диагонального и вовсе сравняла счет. Несмотря на бодрый старт, Чебуль после этого возвращается к привычным для себя показателям в атаке для этого матча. Итальянцы не подали 4 подачи подряд, но по счету словенцы оторваться все равно никак не могут. А стоило Лави просто начать вводить мяч в игру, как сборная Словении тут же посыпалась. 3 эйса на такой подаче выглядели достаточно неожиданно. И пока не видно, за счет чего словенцы собираются спасаться в этой партии. Разве что такие волевые эпизоды могут изменить положение дел. Только вот не успев в игру вернуться, подопечные Джулиани сами себя из этой борьбы снова и выключили. 25-20 Даниэле Лавия достаточно издевательской скидкой переводит эту игру на тайбрейк. Тончик Штерн открывает 5-ю партию своим эйсом.
Также за счет подачи диагональный продолжает развивать успех своей команды. Но насколько же хорошо вошел в игру Юрий Романо, ведь именно он тащит сейчас сборную Италии, все 3 очка на счету диагонального. И лишь блок Микелетто разбавил эту результативную гегемонию своего партнера по сборной. Подача все того же доигровщика позволяет итальянцам создать комфортное преимущество по счету после смены сторон. 3 подряд эйса от Алессандро. И такую Италию уже точно не остановить. Что сборная Словении не смогла сделать. 11-15, 2-3 и очередной проигранный финал в их исполнении. И первое золото чемпионата Европы для сборной Италии с 2005 года. Поздравляем! Футбольная сборная Италии забрала Евро. Волейбольная сборная Италии забрала Евро. Какая-то гегемония ребят с Апеннинского полуострова в этом году на европейской арене. В Лиге Наций играл один состав, на Олимпиаде играл другой состав, а третий состав выигрывает чемпионат Европы. Ну, просто какая-то магия. Когда уже все катилось под откос, то Джорджо выпускает на площадку резервного диагонального, который за 2 партии набирает больше, чем Тино Урнаут. 9 атак из 10 реализовал Юрий Романо. 9 из 10, выйдя со скамейки в финале чемпионата Европы. Псих! Славянские фанаты, похоже, словили флешбэк из 2019 года. Тогда также их команда добилась уверенной победы в первом сете. А дальше лидеры начали сыпаться. Все силы и эмоции были оставлены в 1/4 против сборной России и в 1/2 против сборной Польши. В этом походе в четвертьфинале такого стресса славянцы не испытали. Видимо, в связи с этим они и смогли до 5-й партии добраться. Естественно, можно провести параллели со связующими, где в 2019 году Деян Винчич провел просто великолепный плей-офф, но провалился в финале. И по какой-то причине Ропорта не было в тот день даже на скамейке. В этот раз ни Ропорт, ни Винчич ничем своим крайним нападающим помочь не смогли. Просто тотальный провал по всем фронтам. Лишь центральные были надежны в любой сложнейшей ситуации. В особенности 35-летний Ален Паенк, ставший самым результативным игроком в своей команде с 16 очками. Помимо того, что лидеры провалились в атаке, Чебуль и Урнаут на двоих набрали, вдумайтесь, 12 результативных ошибок на приеме. 12! Так что винить тут кроме себя, ну, в принципе и некого. Ну что ж, надеюсь, данный обзор вам понравился и вы оцените его лайком. Также не забывайте поделиться вашими эмоциями от этого чемпионата Европы внизу в комментариях. Понравился ли он вам или после Олимпиады совсем не то. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.